Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля, мой канал об узорах крючком. Я рада приветствовать новичков и гостей на своем канале. Добро пожаловать. Заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео, заглядывайте в плейлисты узорчиков, а также изделий уже много на канале. Поэтому выбирайте, что вам понравится, что-то интересное для себя вы обязательно найдете. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии и подписываться на канал. Отдельный привет, слова благодарности своим постоянным зрителям, подписчикам, подписчицам, мастерам, мастерицам разных стран, разных городов, разных континентов. Спасибо большое за ваши комментарии, лайки, поддержку. Я сегодня вот с такими ниточками, с ними мы уже работали, но и с новым узорчиком. Итак, давайте по порядку. Новички, кто еще не работал с данными ниточками, знакомьтесь. Называются они Alize, Angora Gold, Simli. Идем дальше. Моточки, смотрите, по 100 грамм, в 100 граммах 500 метров. Это по составу 75% акрил, 20% шерсть и 5% металлическая ниточка, поэтому вот так вот интересно блестит. Пока не забыла, сразу же назову вам цвет. 515, он такой интересно зеленовато-сероватый, необычный цвет. Ну и нам здесь советуют производители, смотрим, брать крючок в зависимости от вашей плотности вязания, от узорчика, от 2 до 4. Ну, я данную пряжу, мои постоянные зрители уже знают, вяжу крючком номер 3. Вы в свою очередь подбираете под вашу пряжу свой крючок. То есть вы не берете такую же пряжу, как у меня. Это не обязательно. Все узорчики универсальны. Вы берете свою пряжу, какая вам больше всего нравится. Летняя, зимняя, демисезонная. Единственное, что точно так же прочитайте инструкцию, аннотацию и правильно подберите крючок под вашу плотность. И у вас тогда все получится. Ну что, свяжем? Итак, сегодня схемка хорошего качества, поэтому я ее прилагаю вам в видео. Смотрите, схемка читабельная, все понятно, все видно. Поэтому, кто умеет работать со схемками, можете уже работать самостоятельно. Да? Кто еще пока не умеет, не переживайте. Мы с вами все вместе, каждый этап провяжем. Самое главное, когда мы провяжем элемент, посмотрите, как он обозначается в схемке. Провязали, посмотрели, провязали, посмотрели. Так вы в дальнейшем незаметно для себя научитесь работать с абсолютно любыми схемками. Итак, смотрим. Раппорт узорчика сегодня 10 петелек. Я буду набирать 30 петелек, это 3 раппорта. Ну и одну воздушную петельку, чтобы узорчик красиво, ровно закончился, вы увидите. Вы, в свою очередь, набираете столько, сколько вам необходимо. Итак, для начала, все как всегда, делаем петельку фиксации. При наборе петелек мы данную петельку не считаем. Теперь я буду набирать 31 воздушную петельку. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 31. Вот мой будущий образец. Далее, новички, мы с вами сделаем вспомогательный ряд, да, опытные мастера могут его не делать. С новичками мы сделаем столбики с накидом, потому что в воздушных петельках вы можете поначалу запутаться, в столбиках вы точно не запутаетесь. Итак, делаем 3 петельки подъема, 1, 2, 3, отсчитываем от крючка 5-ю петельку, 1, 2, 3, 4, 5, накид, в 5-ю петельку аккуратненько нырнули, вытянули ниточку и провязали по 2 петельки вместе. Это получается у нас столбик с накидом. Накид. По порядку в следующую петельку цепочки точно так же нырнули, вытянули ниточку и провязали по 2 петельки, еще один столбик с накидом. И наша с вами задача вот таким вот образом шагать в каждую петельку, не пропуская, в каждую петельку цепочки, провязывать столбики с накидом. Сами себя контролируйте. Количество по итогу столбиков должно быть ровно столько, сколько петелек у вас в цепочке. Поняли, да? Если получается, я набрала 31 воздушную петельку, у меня должен получиться 31 столбик с накидом. Ничего сложного. Первые 3 петельки подъема, которые мы провязывали, считаем за столбик. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 столбиков я уже провязала. Вы самостоятельно провязывайте до конца ряда, несложно. В конце ряда я вас встречу. У вас получится. Давайте. Так, смотрите, вот мы провязали наши столбики, ничего сложного, все ровненько, аккуратненько. Теперь приступаем к узорчику. Итак, для начала 1 воздушная петелька,
поворот. Сюда же в верхушку этого же столбика провязываем столбик без накида. Есть. Дальше. Следующий столбик. Вот беремся за верхушечку, провязываем еще один столбик без накида. Повторяйте. Смотрите на схемку. Теперь смотрите, делаем накид. Пропускаем 3 столбика. Считаем. 1, 2, 3. И вот работаем с верхушкой 4 столбика. Нырнули, вытянули ниточку, подтянули, не провязываем, держим на крючке, считаем 1, накид, сюда же, еще раз, подтянули, 2, держим, сюда же, 3, и вы можете продолжать и 4, и 5, и 7, и 10, я на этом остановлюсь, провязали все вместе, зафиксировали, получился вот такой вот пышный столбик. Чем больше вы сделаете петелек, чем больше накидов, тем пышнее у вас будет, получается, данный столбик. Он будет более эффектный, но и пряжа скушает побольше. Для начала давайте попробуем сделаем по 3 петельки и 3 накида. Итак, дальше. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Накид. Сюда же, верхушку этого же столбика, опять нырнули, делаем такой же пышный столбик. 1, держим. Накид сюда же. 2, накид сюда же. 3. Все вместе провязали за один раз и обязательно зафиксировали, чтобы петельки не разбежались. Опять 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Еще один пышный столбик сюда же делаем. Накид, нырнули в столбик. 1, вытянули ниточку, держим. Накид 2, накид 3. Все вместе провязали и обязательно зафиксировали. Вот у нас 3 пышных столбика. Опять делаем 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И сюда же 4 пышный столбик. Накид. Нырнули, вытянули, держим. 1. Накид сюда же 2. Сюда же 3. Все вместе аккуратненько провязали за один раз и зафиксировали. Вот такой вот интересный веерочек у нас получается. Так. Хотите, пробуйте с 5 столбиками, да, можете там 4, 5, 6, 7 и так далее. Дальше что мы делаем? Смотрите внимательно. Опять пропускаем 3 столбика. 1, 2, 3. В 4 столбик нырнули, провязали столбик без накида. 1. По порядку следующий столбик, столбик без накида 2. И по порядку следующий столбик, столбик без накида 3. Вот. Вот эти вот последние наши 2 столбика, точно такие же, которые мы провязывали в начале нашего ряда. То есть дальше будет повторение. Да? Давайте еще раз вместе. Накид. 1, 2, 3 столбика пропустили. Работаем с 4 столбиком. Нырнули в верхушечку, вытянули ниточку, подтянули, держим, не провязываем. Считаем 1, сюда же. 2, сюда же. 3. Все вместе провязали. Зафиксировали. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Накид. Опять работаем с этим же столбиком. 1, сюда же. 2, сюда же. 3. Все вместе провязали и обязательно зафиксировали. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Накид. Опять сюда же нырнули и провязываем еще один пышный столбик. 1, сюда же. 2, сюда же. 3. Все вместе провязали за один раз и обязательно зафиксировали, чтобы петельки не расползлись. Опять 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И последний пышный столбик сюда же. 1, накид сюда же. 2 и накид сюда же. 3. Все вместе опять провязали и обязательно зафиксировали. Все. Теперь получается, смотрите. Точно так же пропускаем 3 столбика. 1, 2, 3. И начиная с 4 провязываем 3 столбика без накида. 1, 2 и 3. И вот так вот шагаете до конца ряда, сколько вы петелек набрали, да, и провязываете до конца ряда. Не сложно, не сложно. Схемка перед вами, повторяйте самостоятельно. В конце ряда я вас встречу. Давайте, не сложно у вас получится. Так, смотрите, вот мы с вами провязали, получается, практически до конца ряда. И как мы заканчиваем ряд. Смотрите, после последнего нашего пышного столбика пропускаем 3 столбика. 1, 2, 3. И вот у нас 1 столбик, нырнули в него, столбик без накида. И потом 3 петельки подъема предыдущего ряда.
Мы в третью петельку аккуратненько нырнули, вытянули ниточку, провязали столбик без накида. Все, наш ряд закончен. Далее, смотрите, одна воздушная петелька, поворот. Сюда же верхушку этого последнего столбика провязываем столбик без накида. Есть. А теперь будьте внимательны. Будем с вами работать вот с нашими, получается, арочками. Итак, в первую арочку нырнули, столбик без накида 1, столбик без накида 2. Теперь 2 воздушные петельки 1, 2. Вернулись в эту же арочку и провязали еще раз столбик без накида 1, столбик без накида 2. Есть. Перепрыгнули в следующую арочку, повторяем все то же самое. 2 столбика без накида, 2 воздушные петельки и сюда же опять вернулись 2 столбика без накида. 1, 2. Несложно. Теперь третья арочка точно так же. 2 столбика без накида, 2 воздушные петельки и сюда же 2 столбика без накида. 1 и 2. А теперь смотрите, вот у нас здесь были 3 столбика без накида предыдущего ряда, в центральный столбик, во второй, да, вот первый пропустили, во второй нырнули, столбик без накида провязали. Все. Вот такая картина получается. Дальше повторение, то есть точно так же в каждую арочку вы провязываете по 2 столбика без накида, 2 воздушные петельки, 2 столбика без накида. Ничего сложного. И опять присоединяйтесь вот к столбику без накида ко второму. Видите? Все. Я думаю, что несложно. Дальше вы справитесь самостоятельно. Очень простой элементарный ряд. Давайте встретимся в конце ряда. У вас получится. Так, смотрите, вот такая красота получается. Надеюсь, у вас также. Как мы заканчиваем наш ряд. Вот мы провязали последнюю арочку, последний столбик без накида. Теперь переключаемся. Вот наши 2 столбика предыдущего ряда. И в последний мы провязываем столбик без накида. Все, на этом наш ряд закончен. Все ровненько, аккуратненько. Дальше, смотрите, 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Здесь будьте внимательны, потому что, мне кажется, какие-то моменты в схемке не были прописаны. Смотрите, 3 петельки подъема, это имитация столбика с накидом. Далее я вам предлагаю, в схемке этого нет, вот в эту первую арочку, видите, из 2 воздушных петелек провязать столбик без накида. Есть. Теперь накид, и вот в центральную арочку, вот наша центральная большая арочка, вот маленькая арочка, в нее будем провязывать точно такой же веерочек из пышных столбиков. 1, накид сюда же, 2, накид сюда же, 3, все вместе провязали, зафиксировали. 3 воздушные петельки, 1, 2, 3. Сюда же ныряем, 1, набираем петельки, 2, 3. Все вместе провязали и обязательно зафиксировали. 3 воздушные петельки, 1, 2, 3. Сюда же опять ныряем, 1, набираем петельки, 2, 3. Все вместе провязали за один раз и обязательно зафиксировали. И последний раз 3 воздушные петельки, 1, 2, 3. Четвертый получается пышный столбик, 1, набираем, 2 и 3. Теперь все вместе провязали, зафиксировали. И вот здесь в схемке тоже не указано, но здесь мы в самом первом ряду с вами делали 3 столбика без накида. Как бы здесь тоже просится вот за арочку и за арочку сделать по столбику без накида. Итак, в арочку, в маленькую предыдущего ряда столбик без накида. Теперь смотрите, делаем накид. И вот в столбик без накида предыдущего ряда провязали столбик с накидом. Те самые 3 петельки подъема в начале нашего ряда. Угу. Теперь дальше, смотрите, опять маленькая арочка. Мы в нее провязываем столбик без накида. А теперь переключаемся вот в центральную арочку. И в нее будем опять провязывать вот точно такой же веерочек из пышных столбиков. Поняли, да? 1, 2, 3. И опять провязали вместе, зафиксировали и так далее. То есть мы с вами точь-в-точь повторяем наш самый первый ряд. Понятно? Здесь у нас были, повторюсь, 3 столбика без накида. Здесь будут столбик без накида, столбик с накидом, столбик без накида. Поняли? Все, несложно. Давайте до конца ряда самостоятельно, у вас получится. А я вас в конце ряда встречу.
Так, смотрите, вот что по итогу у нас получается. Мы повторили с вами точно-точно наш самый первый ряд. Так, и дальше, как мы заканчиваем наш ряд. Вот мы в маленькую арочку сделали столбик без накида, дальше накид, и в последний столбик без накида предыдущего ряда мы провязываем столбик с накидом, и на этом наш ряд закончен. Все. Дальше воздушная петелька, поворот. Сюда в верхушку нашего столбика провязываем столбик без накида. И теперь точь-в-точь повторяем наш второй ряд. То есть каждую арочку мы будем провязывать 2 столбика без накида, 2 воздушные петельки, 2 столбика без накида. Помните, да? Итак, вот наша первая арочка. 1 столбик без накида и 2 столбик без накида, 2 воздушные петельки, 1, 2. Сюда же опять вернулись и провязали 1 столбик без накида, 2 столбик без накида. Есть. Перепрыгиваем в следующую арочку. Столбик без накида 1, столбик без накида 2. 2 воздушные петельки и сюда же вернулись и опять столбик без накида 1, столбик без накида 2. Перепрыгиваем в следующую арочку. Точно так же столбик без накида 1, 2, 2 воздушные петельки и сюда же столбик без накида 1 и 2. Вот такая вот у нас как бы корона получается, да, над нашими вот такими пышными столбиками. И переключаемся, вот у нас 3 столбика без накида, в центральный провязываем столбик без накида. Все то же самое. То есть мы с вами уже провязали вертикальный раппорт узорчика, он состоит из 2 рядов. Сначала у нас пышные столбики, затем столбики без накида. Пышные столбики, столбики без накида. Все, ничего сложного. И так вы повторяете 2 ряда до нужного вам размера вашего образца. Ничего сложного. Давайте самостоятельно провяжем несколько рядочков. Посмотрим, что в итоге получится. Но уже понятно, что даже симпатично и очень красиво. Все, встречаемся через несколько рядочков. У вас получится. Давайте. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Вот что по итогу получается. Совсем не сложно. Узорчик растет быстро. Вот такие вот интересные веерочки. Несложные совсем. Пробуйте, обязательно вяжите. А если уже вязали, рассказывайте, где применяли данный узорчик. Что это у вас была? Кофточка, палантин ли это у вас был? Может быть, кардиганчик. Как вы располагали узор непосредственно? Вверх у вас смотрели веерочки или вниз? Ведь можно же переворачивать, да? И точно так же узорчик будет очень оригинально смотреться. Вот такая красота. Узорчик двусторонний. Выбирайте любую сторону, которая вам понравится больше. Такая у вас будет лицевой. Из моей пряжи вот так вот тянется. Вот так вот тянется. Из вашей пряжи может тянуться больше, может тянуться меньше. Поэтому обязательно вяжите образец своей рукой, своей пряжей, своей плотностью вязания, своим крючком. Потому что из одной и той же, так скажем, один и тот же узорчик из разной пряжи может быть смотреться совсем по-разному. Из вашей пряжи может быть намного выигрышнее, чем из моей. Итак, давайте замерим сегодняшнюю красоту, что получается непосредственно у меня. Итак, моя рука, моя плотность вязания, да, 31 воздушная петелька, это у меня выходит здесь вот 16 сантиметров. И здесь получается по 2 рядочка на веерочек. 2, 4, 6, 8, 10. И с новичками мы набирали начальный ряд 11. Давайте посмотрим за верхнюю самую точку. Это получается вот 12 сантиметров, 12,2. Вот, ничего сложного. Как бы за нижнюю, да, так скажем, точку, это получается 11 сантиметров. Вы можете узорчик оставить, ну, край узорчика вот непосредственно таким образом, да, если он у вас будет наоборот. Вниз смотреть веерочки. Это будет очень интересно. Это может быть край палантина, это может быть край кофточки, это может быть топик, все что угодно, да, то есть из летней ниточки тоже будет хорошо смотреться. Если же вы хотите оставить веерочки смотрящими вверх, то как здесь можно закончить? Элементарно, вы провязываете веерочки наоборот. То есть вы начинаете набирать столбики, так, вот таким вот образом, и провязываете с общей верхушкой. Потом 3 воздушные петельки, допустим, да, и начинаете опять столбик, 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 столбик. Естественно, столбики у вас могут быть как одинаковой длины, то есть столбики с накидом, либо вы можете провязывать по порядочку столбики разного размера. То есть столбик без накида, полустолбик с накидом, столбик с накидом, столбик с 2 накидами. Обратно наоборот. Столбик с накидом, полустолбик с накидом, столбик без накида. Поняли, да? Либо у вас будет здесь веерочек, либо просто столбики, но разной высоты. Я надеюсь, понятно объяснила. Я у многих видео показывала, объясняла, как это можно сделать. Вот такая красота.
Я надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки. Обязательно подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал, и оставляйте комментарии. Комментарии помогают продвижению моего канала. Заранее спасибо вам большое. Вот сегодняшнее видео. Вот такая красота. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях. Сохраняйте свои плейлисты и вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.